Ребят, всем привет! Приглашаю вас сегодня на прогулку по парку Покровская-Стрешнева. Прогуляемся по парку, дойдем до знаменитого родника, расскажу легенды, а позже отправимся на речной вокзал, на северный речной вокзал вдоль Химкинского водохранилища. Я уже приехал в Покровское-Стрешнево, слышите, позади меня поезд МЦК проходит. Что? Отправляемся на прогулку. Места замечательные. Пройдем вдоль 8 прудов. Отправляемся. Это первый Иваньковский пруд. Как я и сказал, их всего 8. В этом месте я не был года 3, наверное, уже. Знаю, что в планах у мэрии Москвы было здесь построить, сделать, наверное, пляж. Поэтому посмотрим, реализовали ли они эти планы. А вообще когда-то в этих местах хотели создать наподобие, наверное, Петергофа. Только должен был он называться Московский Петергоф. В конце 16 века здесь располагалась деревня Подъелки. А уже в 1664 году эта земля принадлежала Родиону Стрешневу. Он был родственником жены царя Михаила Романова. В середине 17 века была здесь возведена церковь Покрова Богородицы, и местность стала наименоваться село Покровское. Это у нас уже второй Иваньковский пруд. Прудов много, как раз таки они располагаются в той стороне все. Вдоль них мы с вами и пойдем. Один пруд перетекает плавно в другой. Вижу уже кувшинки. Сейчас покажу вам эту красоту. Вообще раньше пляж был вот там, такой дикий. Места здесь тоже такие, знаете, интересные в плане того, что ты находишься в городе, но как бы и в лесу. Потому что вся вот эта местность, она лесная. И реально это как будто бы лес в городе. Сейчас вернем с вами налево и покажу вам кувшинки. Я еще их приметил с той стороны, когда шел. Вот такие, как бы, как смотровые площадки, наверное, расположены вдоль всех озер. А еще есть мост через озеро. А, и здесь люди купаются вот в этом озере. Я раньше не видел этого. Знаю, что вот в следующем озере, куда мы пойдем, купаются. Но вот вижу, мужчина плавает, нырнул только что. Посмотрите, какие кувшинки. Вот это красота. Какие они громадные. Место, конечно, похоже больше на болото. Его не чистят. Но посмотрим, как другие места выглядят. В любом случае, место прекрасное для прогулок. Вообще район Войковский, я вам уже как-то рассказывал в ходе поездки в Солнечногорск, что мне очень нравится. Зеленый, много разных интересных зон, оживленный, рядом с центром. Выходишь на Ленинградку по прямой, и ты уже в Кремле. Рыбаки рыбу ловят. Понятно, что мы, буду прерываться и включаться где-то сразу в другой локации, потому что если я буду ходить полностью по всему парку, то времени на это уйдет очень много. Вот вижу с правой стороны сидит рыбак. Скульптура рыбака ловит рыбу. Здесь не одна скульптура, на той стороне есть скульптура. Семья на велосипеде они едут. Вот у нас рыбак и кот, который просит, наверное, рыбки. А вот здесь купаться запрещено. Ну, говорю, мужчина, он плавает, голова его торчит из воды. А вот она, скульптура семья, видите? Семья из 5 человек едет на таком большом длинном велосипеде. А внизу еще коза как бы бодает.
Здесь еще одна скульптура. Волейбольные площадки. Вот это как кафе, наверное, ресторан поставили тоже буквально вот года 2 назад. Эти площадки были раньше, поэтому ничего не изменилось. Такой вот дикий пляж. И что-то официального пляжа, который грозились построить, пока я не вижу. Дорожки проложили. Раньше здесь была просто протоптанная дорожка. Да, просто дикий пляж. Это у нас уже 3-е Иваньковское озеро, пруд. 3-й Иваньковский пруд. Тоже заболоченный. Камыши. Вот эти домовушки, помню, мы в детстве рвали, поджигали их. И очень хорошо помогают от комаров. Да, озеро, ну, пруд вернее, очень прям зарос, смотрите. Видно даже, как водоросли полностью заняли место, так сказать. Все заросло. Купаться строго запрещено. И вот эти деревья мне очень нравятся. Очень фотогеничное место. Посмотрите, как они смотрятся красиво. Такие грибы. Людей немного, но есть. Вон кто-то ребенка купает. Довольный. Я бы тоже с удовольствием бы сейчас поплавал. Женщина рыбу ловит. Так, вот следующий пруд у нас как раз таки впереди. Это уже будет 4-й. И мы пойдем с вами направо, в ту сторону, куда камера показывала. Классные места. Я думаю, что-то вытащила. Нет, ничего не вытащила. В той стороне у нас за прудом площадки для шашлыков. Там стоят мангалы, беседки, можно пожарить, отдохнуть. В общем, облагороженная территория. Вот такой пруд. Шел и увидел вот этих уток. Смотрите, они сидят прямо на пнях. А внизу это, наверное, их детки. Боятся, убегают. Хотя это все молодые. Да, это не детки, это, видимо, братья и сестры. Родители их, наверное, оставили уже. Красавчики. Это самый старший, прям видно, взрослый. Так, это у нас 4-й пруд. Вот тот мостик поставили, его раньше не было. Такой понтонный мост. А нам с вами надо в ту сторону пройти, как раз таки прийти к 5-му, 6-му, 7-му и 8-му пруду. И там через 6-й, 7-й, наверное, это как раз таки самый большой мост такой, полукруглый. Сейчас дойдем туда. Это, ребят, пикниковая зона, как раз таки вот мангалы стоят. Там у нас железнодорожные пути проходят. Это уже 5-й пруд маленький. И через него, видите, на той стороне каменный мостик. Это, наверное, самый малый пруд. Уточки посередине стоят. Что-то он прям совсем грязный. Бутылки валяются. Тут, видите, даже кто-то сам костры сжег, хотя есть зона пикниковая. Я знаю, что в выходной день в эту пикниковую зону очень трудно попасть в плане того, что там нет мест. Люди буквально там с утра приходят, занимают места. Это поезд идет, вот он, МЦД. Давайте
Покажу, вот как есть. Мусор есть. Видите, чем дальше как бы от центральных прудов, тем грязнее и заброшеннее территория. Вот он, каменный мостик. И уточек вернее, домик для уточек тоже никому не нужен. Поэтому утки спят просто вот на доске. А там вообще в какой-то в болоте, короче. Ну вот, не без этого. Не знаю, для чего тогда они перекрывали этот парк, потому что как раз таки во времена, это у нас, ковидные времена, да, все перекрыли здесь, территорию делали, наверное, вот эту дорожку прокладывали. А сами пруды, как бы видите, они заброшенные и грязные, в плохом состоянии. Надеюсь, доберутся до них. И вот он еще один пруд, но он тоже такой совсем не чистый. И, по-моему, через него как раз-таки будет сейчас мост. Мы через него перейдем и пойдем к усадьбе. Собственно, куда я иду. Хочу вам показать как раз-таки вот эту церковь, в честь которой, да, была переименована эта деревня. И тут же покажу вам усадьбу Покровская Глебова-Стрешнева. Да, это тоже большой пруд. Какой уже по счету? 6-й, наверное. Да, наверное, это 6-й пруд. Посередине такой небольшой островок. Тут тоже все заболочено. И мост должен быть где-то в той стороне, как раз таки там и церковь, и усадьба. Вообще мне нравятся такие прогулки. Идешь не спеша, наслаждаешься природой. Тишина, птицы поют, пруды. Красота. Ребят, нравятся вам такие прогулки, нет? Напишите в комментариях. Вот он, еще один мост большой. Через, наверное, это 2-й, наверное, по диаметру пруд. Ну, по размерам. И нам с вами надо вот в ту сторону. Да, за 2 года то, что я здесь отсутствовал, он прям вообще зарос. Оброс, зарос, не знаю, как правильно сказать. Вот такие вот дела. В любом случае, здесь отличное место для прогулок. Вот уже пошла территория, огороженная забором. Как раз таки территория усадьбы и церкви. Когда последний раз я был, тоже усадьба была прям в плохом состоянии. Пройти к ней было невозможно. Она за забором. Посмотрим, что изменилось. Вот кто-то лежит, отдыхает. Посмотрите наверху. Листья уже начинают желтеть. Чувствуется приближение осени. Можно сказать, уже осень. Вот мужчинка спит. Ох, расскажу вам позже легенду, когда подойдем к роднику. Здесь есть родник лечебный. Я тоже много раз там воду набирал, потому что жил в Выковском районе. Расскажу легенду уже, когда будем там поближе. Так, ну вроде как усадьбу начинают реставрировать, что ли. Вижу там вон какие-то кирпичи. Что-то в этом роде. В общем, сейчас заходим тогда на территорию церкви Покровской. Посмотрим ее, мимо нее пройдем. И заглянем в дом, если это получится сделать. Пруд у меня по левой стороне. В парке стоят вот такие указатели. Видите, центральная площадь, Бельчатник, храм. Вот к нему мы подходим. А и родник. Родник. Это, наверное, место притяжения людей. Туда приходит очень много народа. Ходят с бутылками, там, с большими бутылями, с бидонами. Знаю, что одна из чайных московских здесь набирает тоже воду на этом роднике. Так, вот этих домиков раньше не было. Не знаю, что это за домики. И что здесь будет. Под номером 5 вот этот центральный, двухэтажный. Этот номер 3. Вот такие стены.
Впереди церковь. В общем, вот эта Покровская церковь была построена в 1629 году. Каменная. Но на самом деле, как бы, новая церковь была построена уже где-то в 1750-м, согласно записям. И непонятно, построена на месте старая она или все-таки в другом месте. Но вот это уже точно 1750 год. И закрыли ее в 1932 году. И в ней разместили НИИ гражданской авиации с лабораторией. А дальше вот этот красный, видите, это каменный дом, усадьба. Сейчас подойдем к ней и уже будете любоваться, а я расскажу вам историю. Вот какой здесь запах. Трапезная паломника. Зимой здесь тоже ставят большой-большой самовар. Можно прийти чаю попить, покушать. Вот такая территория. Вот сама церковь с колокольней. Но меня интересует вот эта усадьба. Смотрите, это реально такой мини-замок. Он неоднократно перестраивался. Ну, усадьба, она перестраивалась неоднократно. Да, сейчас, походу, идет реставрация. Ну и отлично. Я думаю, вот это здание точно заслуживает того, чтобы его отреставрировали. В общем, вот этот каменный дом был построен в 18 веке. И строился он, как бы внутри в него было 10 комнат. После революции в главном доме был создан музей, дворянская усадьба. А уже в начале 1930 года его закрыли. Многие экспонаты пропали, были украдены. Что-то вывезено за границу, но часть удалось спасти. И позже уже в главном доме разместился как бы дом отдыха военных летчиков. Вот такая усадьба. Видите, левая часть и правая часть, она выстроена такая в замковом стиле. Это уже собственники последние, новые, перестраивали. Такая башенка слева. Когда территория была закрыта, я опять же говорю про 2-3 года, 4 назад, когда я здесь был последний раз, то на территорию дома этого можно было попасть, заплатив охраннику, и пройти. Но тогда особо я не увлекался, ходил, сам для себя как бы смотрел. Но в такие места как бы не снимал на видео просто. Сам смотрел и все, не запечатлел те моменты. А жаль, много можно было бы записать, показать вам. Вот такая территория. Вот это, наверное, есть такой зимний самовар. Хотя нет, это какой-то прям больше казан похож для приготовления плова. Церковь, территория. Раньше вот вдоль той стены стояли такие палатки. Помню, там и вещи принимали, и какие-то фрукты, это по осени было, фрукты, ягоды, ну, яблоки в основном. Кто-то привозил, наверное, как в помощь, может быть, малоимущим. Ну, это мое мнение. Если кто-то знает, напишите. А так хорошая территория. Надеюсь, когда дом отреставрируют, можно будет там погулять, походить, посмотреть. Думаю, будет намного интереснее, чем просто посмотреть это дело со стороны. Куда приятнее заходить в такие места. Так, все, сейчас мы с вами отправляемся к роднику. Вот очередная спортивная площадка. Ребята играют в футбол. Тренажеры стоят. Тоже раньше их не было. А здесь еще есть такой качка-зал, тренажеры под открытым небом. Были они вот в той стороне, такой тоже как бы в лесочке спрятаны.
И это был, знаете, такой самодельный спортивный зал. То есть энтузиасты, спортсмены сами брали там из подручных материалов что-то, там, не знаю, рельсы железнодорожные, там какие-то шпалы, не знаю, блины, потом из бутылок, пластиковые бутылки просто заливали их там цементом и делали гантели. Я тоже там занимался пару раз зимой. Вот чайная стоит. Раньше тоже этого павильончика здесь не было. И мы с вами сейчас пойдем направо, вот туда. Ну, особо так, в принципе, ничего не изменилось. В памяти свежи вот эти прогулки. Вот, мы с вами пойдем прямо. Много велосипедистов. Что-то у нас был раньше прокат. Сейчас я проходил, вроде как бы его нету. Не работает. Люди ездят на своих собственных велосипедах. Прокат не работает. Вот такая лесопарковая зона. Впереди, помню, по левой стороне стояли беседки большие. Там шахматы можно было поиграть. Прям разлиновано, расписано. Столы, ну, в виде шахматной. Или шашки даже поиграть. Доски. В общем, вот такие вот там люди бегают, на велосипедах ездят, кто-то на роликах катается. Зимой здесь тоже очень хорошо погулять. Свежо, деревья все закрывают, ветра нет. Если снег падает, то это так все очень так красиво, тихо, умиротворенно. И вот эта дорога у нас как раз-таки ведет до родника. Возможно, вот женщина идет с коляской, она несет воду. Также впереди есть такая экотропа, потом как бобрятник, наверное, что ли его называют, там, где живут бобры. Как раз таки за родником. Посмотрим, сейчас спустимся к роднику и пройдем немного по экотропе и будем уже выходить из парка, пойдем в сторону Химкинского водохранилища. Там, как всегда, красота, наверняка яхты плавают уже, катера. К причалам на Северном речном вокзале наверняка уже причалили корабли, поэтому будет красиво. Ребят, кто лайк не поставил, можно ставить уже. И отпишитесь в комментариях, есть ли в вашем городе такие парки, скверы, не знаю, где вы гуляете. Ну, мне очень нравится, классно. Не выезжая из города, можно погулять по лесу. Вот про что я говорил, видите, снега нет, можно так покататься. Классно. Солнце спряталось. Вот дошел я вот до такого перекрестка, здесь овраг, зимой дети катаются на ватрушках, на санках, он туда идет как раз таки в самый-самый низ к реке. В той стороне у нас выход, туда мы пойдем позже, а пока сейчас спускаемся к роднику. Родник нужно будет вниз там спуститься, и как раз речка идет в ту сторону и туда немного. Домик для белочек, для птиц. Так, а где белочки? Я знаю, что белки здесь есть. Возможно, спят, отдыхают.
Ни птиц, ни белок. И я заметил, что даже птицы не поют. В первый раз я не слышу в лесу, вернее в парке птиц. Обычно я всегда сравниваю Сербию и говорю, что в Сербии идешь по лесу, по парку, птиц не слышно. И я здесь тоже их не слышу. Птицы, вы где? Удивительно. Так, детская площадка небольшая. И вот у нас пошел спуск. Видите, велосипеды люди оставляют, спускаются туда. И потом уже поднимаются с бидонами. В той стороне также можно пройти по дорожке. Возможно, мы там и пойдем. Скамья влюбленных. Вон там сидят в кустах, видите, спрятались. И вот мужчина идет с тележкой. Набрал воды. Видите, сделали такие подъемы, чтобы удобнее было ходить. Кстати, и тропинку вот эту расширили, ну, дорожку. Раньше она была уже. Вот, 2 бидона воды. Вижу уже родник. Вон внизу. Давайте немного истории расскажу. В общем, источник называется «Царевна-лебедь». И был, как бы он открыт, даже восстановлен, наверное, да, в мае 1972 году лесниками и местными жителями. В разное время его посещали знатные особы, включая членов императорских семей. И существует несколько легенд происхождения этого названия. А я расскажу вам одну. Вот видите, труба. И вот там источник. А раньше здесь стоял плакат еще, рассказывающий одну из легенд, которые я вам расскажу. В общем, согласно одной из легенд, императрица Елизавета излечилась от трофических язв на своих ногах, употребляя именно эту воду. По ее велению здесь была построена часовня над родником, и в честь нее, как бы вроде бы по легенде, назван был этот родник. Существует еще мнение, что вода содержит молекулы серебра. А все из-за того, что многие уверены, что княгиня Шаховская, это последняя, кстати, владелица усадьбы, на территории этой зарыла свой клад с драгоценностями. Ну и так как этот клад не нашли, поэтому есть вот эта легенда, что в этом кладе, да, были зарыты там серебро, золото, и вода как бы имеет такой эффект серебра. То есть вот это серебро, да, поступает в воду. А еще слышал такую легенду, ну тоже в продолжении этой же, да, темы, что помимо вот этого серебра и золота, здесь был какой-то большой-большой крупный алмаз спрятан, ну якобы. Поэтому многие здесь рыли, искали, но ничего не нашли. Вот эта гора, видите, это, наверное, является таким своего рода источником, не то что, да, источником очищения воды, потому что вода поступает сверху. Вот этой платформы раньше не было, она была вот такая же низкая. И, соответственно, к этому роднику можно было спускаться. А тут как бы я, наоборот, наверху нахожусь. И видите, вода сейчас особо не льется. Она идет дальше, в ту сторону. И вот у нас, наверное, вот здесь они в таком в естественном состоянии были. Ну, до того, как все здесь переделали. Я имею в виду по высоте. Вот вода бежит. Там еще. Ледяная прям. Все, напился я воды. О, голуби дерутся. Блин, аж все сыпется, они тут дерутся. Злодей. Вот злодей не дает
поесть другому. В общем, напился я воды. Вода холодная, вкусная. И готов идти дальше. Зарядился тоже я серебряной водой. Вот видите, дальше бежит. И сейчас можно прогуляться, кстати. Да, пойдемте прогуляемся вот по этой экотропе до реки. А может быть даже и бобров увидим. Здесь тоже, видите, вода. Люди воду набирают. Вот приходит. Здесь прям поменьше бежит. Там тоже маленький. В общем, вот такое хорошее место. Кто-то абрикос положил. Это птиц абрикосами кормят. Ну, люди. Классно. Ну, сделали. Раньше было, конечно, так же, но как бы все это было ветхо. А сейчас все добротно сделали. Молодцы. Классно погулять. Вот туда дорожка есть. Мы сейчас здесь пройдем. Как раз таки в ту сторону. Вот родник, видите, дальше бежит оттуда. С горы, как бы, я иду вниз, спускаюсь. Здесь видел неоднократно крыс и, наверное, выдру тоже. Прям большие такие. В той стороне, если мы перейдем мост, там же будет мост сейчас через речку на той стороне. По-моему, немецкое посольство. Если мне память не изменяет. Люди отдыхают. Также можно подняться наверх. Но мы сейчас вдоль реки пойдем. А, и там дальше тоже есть родник. Знаю еще один родник. А может, вот, наверное, тоже родник. Утки плавают. Вот речка. О, сколько там уток. Много. Люди фотографируются. Да, давайте, ребят, туда дальше прям пройдем чуть-чуть. И потом уже буду выходить. В общем, ребят, вот экотропа привела меня вот к этому мостику. Через него переходим и идем вдоль реки в ту сторону. Все, я сейчас тогда возвращаюсь, пью водички, набираюсь еще сил и идем с вами на Химкинское водохранилище. Ребята, это уже Головинский канал, река Химка. Химкинское водохранилище. Такой вот тоже дикий пляж с песочком. Но купаться здесь тоже запрещено. И вот здесь стоят такие яхты. Это, наверное, что-то квартир, гостиничных комплексов. Тоже яхты стоят. Вода, посмотрите, какая грязная. Болото зеленое. Уточка там бедная плавает. И люди купаются. Но там вроде чистая, голубая. Ребят, я уже нахожусь на территории Олимпия Парк. Сейчас покажу вам с правой стороны от меня. На той стороне у нас общество Динамо. Там футбольные поля, волейбольные поля. Неоднократно я здесь бывал в роли зрителя. Соревнования часто проходят в этом же Олимпия Парк. Много разных предприятий. Есть и известные компании.
В той стороне у нас, видите, водохранилище и там пляж. А это, скорее всего, все работники этих предприятий, организаций, фирм, которые ходят на пляж отдыхать, лицезреть на купающихся, отдыхающих. В той стороне, видите, крытый, это у нас крытый бассейн. Ну и отправляемся с вами на пляж, посмотрим, что там да и как. Ребят, пляж Динамо. Ну да, купаться опять запрещено. Заборы стоят, ну люди плавают. В любом случае территорию облагородили, потому что раньше было совершенно все по-другому. Песочек разрыхлили, видите, как на настоящем пляже. Катамаран. Плавают на лодках люди. Вот на тот понтон можно было пройти раньше, сейчас забор. Хотя раньше тоже забор был, но было открыто. Сейчас поставили там замок, и туда не пройти. Купаться запрещено, но в любом случае людям можно просто позагорать на солнышке. Хотя в любом случае люди за забором плавают. И людей достаточно много. Причем сегодня рабочий день. И время уже где-то, наверное, 1:30. Все, отправляемся тогда мы с вами сейчас в сторону речного вокзала. Еще раз давайте покажу вам эти здания стеклянные бизнес-парка. Самокаты. Видимо, сотрудники сюда приезжают на работу на них. Здесь же есть спортзал, видите, на первом этаже. И он, кстати, не один здесь. Здесь есть также кафешки. Вот у нас водный стадион «Динамо». Комплекс. Все хотел я здесь поплавать, взять абонемент, но что-то не сложилось. Не знаю почему. Мне вот это место тоже очень нравится. Знаю много блогеров, которые снимали здесь видео свои. Такое место, знаете, достаточно интересное. Я понимаю, что такими зданиями сейчас никого не удивишь, но они такие в европейском стиле, поэтому здесь достаточно интересно получается задний фон, если ты там говорящая голова условно, что-то рассказываешь, показываешь, так все на одном месте, то интересная локация. Если кто не знает, приходите, снимайте здесь видео, здесь достаточно интересно. Все, я опять сейчас выхожу на Ленинградку и иду дальше. Это у нас жилые комплексы, квартиры. Только я вот, к сожалению, не знаю, это закрытая территория или нет. Возможно, для каких-то работников там своих. Как бы такой микрорайончик. Не скажу. Кто знает, ребят, напишите. Все. Выходим с вами дальше. И идем. Я уже тогда включусь ближе, наверное, к речному вокзалу. Потому что здесь особо показывать нечего. Сейчас буду идти по шумной Ленинградке пешком. Сегодня я пешком, везде хожу пешком. Я сейчас иду, увидел эти велосипеды, самокаты. И мне пришла мысль. А чё я не взял в аренду самокат или велосипед? Как говорится, умная мысля приходит опосля. Да, дело в том, что я даже карту с собой не взял. Взял с собой налички и как бы карту не брал. А так можно было бы сесть на самокат или на велик и от локации к локации переезжать. Ну, чтобы вот этот маршрут, например, здесь особо-то смотреть нечего, идешь по дороге. Не проходить его, а просто проехать. Ладно, в любом случае я уже иду. Посмотрите, какая архитектура на той стороне. Дом такой интересно так построен. Вот этот коричневый. Центр туда, а нам туда. Из центра наоборот. Кстати, еще чуть-чуть, и по факту я дойду до Химок. Здесь тоже зеленая зона, но мы зайдем дальше чуть-чуть. Там тоже должен быть пляж, если ничего не изменилось. Зайду со стороны пляжа.
там еще и бассейн, по-моему, должен быть, да. Вроде как открытый бассейн, но там уже, наверное, все платное будет. Территория частная. В плане частное предприятие. Ребят, Химкинское водохранилище. Позади меня осталась Ленинградка. Какой-то катер плывет. А вот и пляж, про который я говорил, платный. Сейчас пройдем через эту территорию и уйдем как раз таки, выйдем к причалам. Вот эта стройка, которая с правой стороны, не знаю, сколько она здесь уже длится, но по мне лет 5-6, может быть, еще раньше. Кто-то купается, ныряет. И я пришел вот с той стороны, то есть с той стороны далеко-далеко-далеко. Отсюда не видать. Катера плавают, люди загорают, спортивная площадка. Там кафешки, есть бассейн, шезлонги стоят, видите, лежаки. Сейчас пройдем сквозь все это дело. В той стороне, видите, загорают люди, это частная территория. Насколько я помню, там еще должен быть бассейн. Но нам не туда, нам надо вот здесь обойти, вокруг. Здесь, скорее всего, когда-то была дискотека, но сейчас, судя по виду, давно ничего не происходит. Вот кафешка, мы сейчас пройдем. Так, наверное, вокруг надо будет обойти и через нее. А, вот здесь прямо, да, здесь пойдем. Позади меня осталась детская площадка. Да, здесь на велосипеде запрещено написано проезжать, а пешком можно пройти. Поэтому мы проходим. Это место называется палуба, судя по надписи. По палубе ходить только пешком. Здесь тоже небольшая заводь и вон видно бассейн. Люди купаются. Сейчас вот по мостику перейдем на ту сторону. Вода какая там голубая, прям класс. Кувшинки. Кафешка. Так что кто будет здесь, можно перекусить, сходить в туалет и двигаться в сторону причала, в ту сторону, в сторону речного вокзала. Слушайте, у нас сегодня такая, знаете, наполовину водная экскурсия, только мы идем вдоль реки, а не по реке. Кувшинки плавают тоже. Ну и грязно, вижу мусор, бутылки, уточка одна. И вот он пляж такой. Решил, ребят, поближе вам показать все это действо. Раз бассейн, он там маленький для детей, второй бассейн, шезлонги, кафешки. Музыка играет. В той стороне тоже шезлонги, кафешки. И мы пойдем вдоль. И здесь вроде как сейчас идет соревнование по теннису. Вот это все теннисные корты с правой стороны от меня. Хотя подожди, может быть, кстати. Скоро стоит. Хотя, может быть, и нет никаких соревнований. Но я знаю, что там теннис играют. Сейчас просто объявляли по фамилии, кого приглашали на теннисный корт. Речной пляж называется. Ну, людей достаточно много, на самом деле. И по факту я уже подхожу к причалам. 17-й причал. Люди тоже просто сидят, загорают. Сейчас присяду вот сюда. О, красота. Солнце жарит, жесть. Очень красиво.
нам-то с вами надо дальше гулять. Сюда надо вечером приходить, когда уже солнышко на закате. Очень здесь красиво. На той стороне, видите, вот вдалеке самолет стоит. Это что-то вроде кафе. Место очень хорошее. Приезжайте на речной. Вот именно северный речной вокзал мне больше всего нравится в Москве из речных вокзалов. Вообще здесь 17 причалов. Мы с вами как раз таки начали с 17-го. Основные направления, откуда, куда уходят корабли, так сказать, это Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Плёс, до которого я все собираюсь добраться. Не знаю, доберусь или нет. И города, в которых я уже побывал. И все видео, как говорится, есть на канале. Это города Углич, Самара, Мышкин, Тверь, Тутаев. Поэтому, кто не смотрел эти видео, переходите, смотрите. Вот у нас первый корабль Максим Литвинов. Тоже надо как-нибудь собраться в такое круизное путешествие по реке совершить. Что у нас? Мороженое, горячая кукуруза, соки, воды, электротранспорт. Вот там я помню, что много электротранспорта, вот этих автобусов стояло. Вот это уже у нас 16-й причал. Северный речной вокзал, круизные суда. Пойдемте посмотрим, куда идет Максим Литвинов. Это эскимобус. Эскимобус. Типа электробус, эскимобус. Лежаков вот таких, видите, здесь много. Это такая даже своего рода прогулочная зона. Больше, чем сам речной вокзал. Конечно, здесь сюда приходят, но здесь можно просто приходить отдыхать, загорать. Какая махина. Посмотрел я, кстати, сколько стоят такие круизные вот эти мероприятия. Зона отдыха с бассейном. Ну это с той стороны, куда мы пришли. Вот зона пропуска на корабль. В общем, очень дорогое удовольствие вот эти круизы по реке. Чтобы скататься одному в нормальной каюте, надо в среднем 1100. Это с питанием трехразовым. Ну и проживание, как я говорю, в каюте. Это даже не первый класс. Поэтому дорогое удовольствие, вот эти круизы. Очень дорогое. И 1000 раз подумаешь, стоит ли на нем куда-то плыть, да, на этом корабле. Либо все-таки собраться и в Турцию слетать за эти деньги. Ну вот серьезно. Очень дорого. Так, это у нас 14-й причал. Что-то не написано, куда он идет. Надо спросить вот женщины. Вот сейчас у женщины спросим. Извините, а куда теплоход идет? Ярославль. До Ярославля. Понял. А сколько круиз стоит, если не секрет? Ой, я не знаю. Не знаете? Смотрите на сайте. Понял, спасибо. Хорошего вам путешествия. Понял. Ну вот этот круизный идет до Ярославля. 5 дней будет плыть. Ну я уверен, не меньше сотки будет стоить. Я думаю, все вы, наверняка многие из вас хотели бы сплавать в такое путешествие, но вас останавливала эта сумма. 5 дней, сотку. Да, многие, наверное, выберут все-таки Сочи. Ой, Сочи, говорю, Турцию. Вот такой лайнер. Но все-таки, наверное, я как-нибудь совершу такое путешествие. Было бы очень интересно просто снять. Сколько? 5 дней это, конечно, много. Дня 3. Вот до Питера, наверное. Либо, в Углич не хочу, я уже в Угличе был. Наверное, да, до Питера. Плыть до Питера, там выйти и уже там остановиться тоже дня на 3-4. Вот, наверное, это самое такое идеальное путешествие, да. Так что, ребят, собираю донаты на путешествие на теплоходе. Все ссылки есть в описании. Даже 50 рублей это помощь.
Вот тоже электрокар, смотрите какой. И вот у нас уже появился шпиль речного вокзала со звездой. А это парк речного вокзала. Давайте я начну с самого речного вокзала, а потом уже отправимся в парк. Там есть белочки. Были, по крайней мере. И уже расскажу историю про сам парк. А начнем с вокзала. Также здесь можно просто по реке покататься. Вот есть, видите, маршрут речной. Схема вот маршрутов речного транспорта Москвы. Я по реке Москве уже катался. Посмотрите, есть прогулка. Называется «По Москве пешком и по реке». И на речном трамвайчике я там прокатился. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите. Я еще сейчас переговорил с водителем вот этого электротранспорта. Он говорит, что эти микроавтобусы маленькие, это трансфер. То есть, ну поняли, до теплохода своего вас довезут. Но здесь есть также экскурсионный трамвай, вот эти электротранспорт. Он в 12 часов от центрального входа речного вокзала уходит. И такая в виде экскурсии. Поэтому, кто будет, имейте в виду, в 12 часов при хорошей погоде. Это все у нас отплывающие с чемоданчиками. Кто в Ярославль, кто в Углич, кто в Питер. Седьмой причал уже. Уже 10 причалов мы с вами прошли. Также здесь у нас мороженое, кукуруза, теплоходы. И вот сам речной вокзал. Его отреставрировали. Звезда, смотрите, какая большая прям. Я прочитала сочинение. Причал номер 6. Вот этот маленький, скорее всего, просто экскурсионный по Москве-реке катает. А которые побольше, они уже... Так, я что-то по дороге прям иду, расслабился. А которые большие уже едут по городам. Вот тоже, видите, электротранспорт. Речные круизы, павильон. Покажу вам еще скульптуру. Наверное, это одна из самых... Да, наверное, одна из сохранившихся скульптур, которые были на территории этого парка поставлены. Музыка в метро. Музыку в метро я вам показываю в телеграм-канале, кто подписан на меня. Частенько иду, если в метро где-то поют, я снимаю, выкладываю, поэтому подписывайтесь в телеграм-канал. Так, ну что, пойдем тогда сейчас наверх. Тоже место такое для фотосессий. Многие здесь снимают клипы, видео, там, тиктоки, не знаю, запрещенные сети, которые нельзя называть. Пойдемте посмотрим фонтаны. Здесь не один фонтан. Сейчас туда поднимемся, там еще вот. А, здесь же можно еще вовнутрь пройти. Пройти вовнутрь. И там что-то вроде музея. Так, ребят, давайте сначала я тогда здесь покажу, уже поднимусь наверх по этим ступеням. И потом пройдем к фонтанам. Вы пока посмотрите на это здание с этой стороны. Вот такой макет здесь металлический. В общем, у меня к вам задание. Я расскажу историю этого здания чуть попозже. Сейчас пройдемся, просто посмотрим. А пока вам вот так его сниму. И вы пишите в комментарии, что оно вам напоминает, на что похоже, какие ассоциации вызывают. Вы пишите, а я вам расскажу, что задумывал художник при строительстве этого здания. Давайте еще раз в эту сторону покажу. Шпили покажу. «1933-1937» – это годы строительства этого вокзала. Все, пишите,
Посмотрите на втором этаже. Такие как бы занавески, шатры, да? Пишите, что напоминает. Позже я озвучу. Все, давайте сейчас тогда поднимемся к водопаду. Так, Пяловское водохранилище, Химкинское водохранилище, Учинское водохранилище. Давайте макет покажу поближе. И пойдем, зайдем с правой стороны к фонтану, к водопаду, хотел сказать. Вот, кстати, можете вот здесь посмотреть тоже, на что похоже. Какие ассоциации вызывают. Прям вплоть, смотрите, до мелочей здесь. Даже часы есть. Это вот, ребят, первый фонтан, дельфины. Вот там можно подняться. Там можно подняться. Так, парк мы с вами посмотрим чуть попозже. Пока сосредоточимся на здании. Москвич. Разыгрывают москвич, что ли? Да, скорее всего. Какой он уродец, честно говоря. Ну смотрите, ну что это за страхолюдина? Страшный какой. Поучитесь у китайцев. У них хотя бы машины красивые. Не знаю, как они в эксплуатации, но хотя бы они красивые точно. Так, давайте с этой стороны вам здание. Может, поможет вам написать. Только в Google не лезьте. Просто напишите свои ассоциации, на что похоже. С той стороны у нас тоже фонтан. Пойдемте внутри, покажу вам. И уже когда выйду на ту сторону, расскажу вам историю его строительства. Такие вот панно, как тарелки. Здесь, наверное, сейчас надо будет мне раздеться. Ой, раздеться, вот снять с себя все. Надо все оставить, да? Ребят, я вернулся. Сейчас одену на себя микрофон. Пришлось немного, как говорится, раздеться. Досмотр. Пойдемте покажу немного музея вам. Вот такой музей. Особо здесь смотреть нечего, но тем не менее я вам покажу, что есть. 1980 форменная одежда ученика клуба юных моряков, речников и полярников. Так, здесь свет прыгает, частота кадров разная, макет. Иногда интересно посмотреть на лица прошлых поколений. Кажутся такими смешными. Наверное, потом наши потомки будут смотреть лет через там 100. На нас тоже будут говорить, что какие у нас лица смешные. А это что? Служебная книжка юного моряка. Вот здесь, кстати, есть наушники. Давай сейчас, чтобы вы слышали, что говорит. Мне очень нравится что-то делать, конкретно корабли, делать своими руками, что-то пилить, что-то точить. В общем, рассказывает здесь. Ну, люди ходят, видите, смотрят, ну, тоже что-то рассказывают.
Фильм какой-то, видимо. Да. Отправиться в далекое плавание. День свершения мечты приблизился для многих ребят. На одной из пристаней на Москве-реке появилась вывеска. Значки юбилейные. Мальчик, запускающий кораблик. Парус. Ну, что-то в виде паруса. Панно давайте покажу наверху еще. Наверху вот там. Да, здание речного вокзала Северного очень красивое. Прям мне гораздо нравится больше. Так, это у нас сувенирный магазин. А вот, кстати, маршрут. Давайте посмотрим, сколько. Давайте на 20. Только на 24. Москва-Ривер, к примеру. Пассажиры. 990 рублей стоит. А вот маршрут. Зарядье, Патриарший мост, наверное, и Третьяковский. Час 19. 1000 рублей стоит. Ну вот. Цены вы знаете. Переправа, куда теплоходы идут. Давайте здесь еще потолок покажу. Кстати, же очень красиво. Он полностью воссоздан, как был построен в 1930-е годы. Ну, 30-37. Герб, смотрите, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Латвия справа. Это, наверное, Грузия. Или Армения. Там у нас ресторан, туроператоры. Все, тогда мы с вами выходим. Все, спасибо. Выходим. Давайте сейчас выйду на тот балкончик, покажу, как там все выглядит. И уже расскажу историю. А я там выйду, нет? Не знаете? Возможно, выйдете. Спасибо. Не знаю, выйду там, не выйду, но идем уже до конца. Надеюсь, что выйду. В общем, сейчас посмотрю, покажу вам, что с той стороны у нас находится. Пойду уже в парк и со стороны парка покажу вам фасад еще раз речного вокзала, расскажу историю. Надеюсь, вы уже написали комментарий, на что похоже это здание. Кто не написал, пишите, хватит думать. Здесь еще один фонтан. И уже это у нас, наверное, гуси. Слушайте, а раньше можно было прям к фонтану подойти, пока вот не поставили вот эти деревянные цветники. Игорь Стравинский, корабль, теплоход. Ну вы поняли, да? В ту сторону у нас продолжается, корабли плавают, памятник и сам парк. Красиво идут. Самолет.
Ну что, ребят, надеюсь, все вы написали свой ответ. Как я уже сказал, вокзал построили в период 1933-1937 год и оформили его как бы в образе Москвы, которая олицетворяет порт Пяти морей. В 1930 году речные суда отправлялись отсюда и могли дойти до Пяти морей. Это Азовское, Каспийское, Черное, Балтийское и Белое. И само здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Центральная часть с главным входом и башней — это корпус корабля с каютами. Как раз таки с той стороны, когда я показывал, вот эти занавеси, да, они напоминают такие отдельные каюты. И открытые галереи вот эти с фонтанами с северной и южной стороны напоминают нос и корму. А шпиль со звездой — это мачта. Длина вот этого шпиля 27 метров, и он имеет подвижной механизм. Согласно задумке автора, сначала навигация, этот шпиль как бы должен был выдвигаться из башни, а уже по ее окончании убираться вовнутрь. И на самом шпиле звезда, которую изготовили в 1935 году. Но он реально напоминает корабль. Вот корабль и есть. Все, теперь отправляемся с вами в парк. Прогуляемся по парку. Посмотрим на белочек, на людей. Экомобус, кукуруза, напитки, соки. Дети развлекаются возле фонтана. Взрослые тоже. В той стороне у нас что там? Шаурма, бургеры. И вот он, центральный вход. По факту, вот впереди меня. И вот там, кстати, стоит вот эта одна из скульптур, про которую я рассказывал, которая сохранилась. Это скульптура «Водный путь». Сам вот этот парк был построен как бы у территории, да, на территории Северного речного вокзала в 1938 году. Это уже после окончания строительства самого порта, вокзала. На площади перед вокзалом разбили цветники, вот такие. Установили 14 скульптур, фонтаны, которые были выдержаны, наверное, правильно сказать, в духе сталинской, наверное, архитектуры. И до наших дней сохранилась вот эта скульптура, к которой я иду. «Водный путь». Изготовили ее в 1937 году. И встречает она нас прямо на входе. В той стороне фонтан, клумбы. Также вижу, идет ремонт, брусчатка. С этой стороны у нас тоже фонтан. Давайте тогда сначала прогуляемся до скульптуры, покажу вам ее. И пойдем немножко вглубь парка. Посмотрим, что там интересного. Еще раз вам вид на речной вокзал. Вот так выглядит скульптура «Водный путь» и сам вход на речной вокзал и в парк. Если вы приедете на речной вокзал, скорее всего, вы будете заходить как раз-таки вот отсюда, а не как я со стороны 17-го причала. В парке разбиты клумбы, деревья посажены, фонтаны, которые я вам уже показал. В общем, хорошее место для прогулок, для отдыха. И вообще этот как бы парк перед вокзалом строили для того, чтобы люди не только как бы уезжали, да, или приезжали в город Москву, а именно здесь гуляли, как бы приехали и сразу они очутились в таком замечательном, красивом парке отдыха. Он достаточно большой, видите, сколько деревьев. И реально это хорошее место для прогулок.
Повезло местным жителям, которые живут рядом. Фонтаны, спортивные площадки, теннисные корты, теннисные столы для настольного тенниса. Раньше еще тут бегали, по крайней мере, белки, но почему-то я их сейчас не вижу. Куда делись белки? Не знаю. Ребят, самое время сейчас поставить лайк. Напишите комментарий, нравятся ли вам такие прогулки вот такого формата. Как бы история есть, но ее минимум. Или все-таки вам нравится, когда больше истории? Напишите, поделитесь вашими впечатлениями от прогулки. Кстати, посмотрел время, 3 часа. Начал я в 12 часов, сейчас уже 3. Ой, какая она маленькая, худенькая, смотрите. Интересно, подбежит, нет? Как она скачет. Ну-ка, если присесть, придет, нет? Вы посмотрите, как она скачет. Блин, у меня ничего нет, к сожалению, я тебя обманул. Ну не милота ли? Как она интересно передвигается. Ну что, ребят, вот на этой ноте я буду заканчивать. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.